Какие прогнозы, ну, ощущения, я так за язык, что ли, ловить не буду насчет прогнозов, ну, вот прогнозы, такие прикидки, как это будет развиваться в ближайшие месяцы. Быстро ли это восстанавливается? Ну, во-первых, мы не знаем, что именно должно восстанавливаться. Война – путь обмана, и даже если мы не попали, подожженные шины уверенно имитируют пожар на трансформаторе. Да. Сказать сложно. Но, судя по всему, по крайней мере, вот последнее, то, что я видел по фотоснимкам, повреждена и вроде бы достаточно основательно Винницкая подстанция 750-киловольтовая. Вот это уже интересно, потому что если я не военный, поэтому абстрагируюсь от всего происходящего, становой хребет энергосистемы Украины – это система подстанции 750 киловольт, собственно говоря. Если мы смотрим с востока, Донбасская подстанция, понятно, что она уже на нашей территории, здесь все в порядке. Запорожская подстанция, она то работает, то не работает. Время от времени нам сообщают, что перестает приходить электроэнергия на Запорожскую АЭС на собственные нужды. Дальше Днепровская, на нее собиралась вся электроэнергия и перераспределялась с Днепровского каскада гидроэлектростанции. Винницкая, вот та самая. И следующая, ближе уже к западной границе, это западноукраинское такое редкостное название, откуда, собственно говоря, и разбегались все линии высокого напряжения, линии электропередач высокого напряжения в Европу. Это остатки энергосистемы МИР. Соединение там одновременно идет с Румынией, Чехией и Словакией. Раньше, конечно, была просто Чехословакия. Молдавия, разумеется, и Польша. В том случае, если с Винницкой ГЭС действительно проблема, это значит, что мы теперь имеем две энергосистемы до Винницы и после Винницы. То есть все, что восточнее Винницы, электроэнергию из Европы уже не получит. И, соответственно, не получит ее от Ровенской атомной электростанции, от Хмельницкой атомной электростанции. То, что я видел утром, внезапно вырос объем перетока со стороны Молдавии и Румынии, буквально в 2 раза за час. Такое редко бывает. Похоже, что эта проблема уже с выводом мощности у Хмельницкой атомной электростанции. Но подробности пока не знаем, и узнаем мы их когда-то или нет, сказать уже сложно. То есть, если, ну, по крайней мере, первое впечатление, повторюсь, я не сотрудник Генштаба, подробности, разумеется, не знаю, больше всего похоже на то, что как раз вот этот становой хребет, вот основной транзит электроэнергии, и был сегодня целью. Потому что если горят, допустим, трансформаторы в результате удара, то все, что было в резерве, это то, что раньше стояло на североукраинской подстанции, тоже 750-киловольтовая, через нее шла электроэнергия от Курской атомной электростанции. Вот, поскольку никаких 750 киловольт уже не приходит, я бы так сказал, с февраля 2022 года, те 4 трансформатора, которые были на этой подстанции, это резерв. Их можно суметь перетащить, если разрешат, и куда-то там замонтажить. Потому что североукраинская на день сегодняшний, она просто перераспределяет 330 киловольт, а 750 она не получает, так что они не нужны. Это тот резерв, который есть, как его можно использовать, где он понадобится, цел ли он еще или, может быть, уже был использован, информации никакой нет. Если резерв кончился, то это надолго. Такие трансформаторы на складе никто не держит, это надо заказывать. Обычный срок производства до полугода, плюс доставка, плюс монтаж, то есть вот это уже серьезно, так сказать. Вот это серьезно. Борис Леонидович, вот это молдавское там перебои зафиксировано, это вот результат таких вот перекрестных, что ли, систем снабжения, что-то там приграничное от них в Молдавию, из Молдавии к ним. Это почему? Ну, мы довольно такой да. энергетический треугольник. Есть прямая линия в Румынию, есть линия в Румынию через Молдавию. Ну, считать как через Приднестровскую ГРЭС, разумеется. И там надо отслеживать каждый день данные вот этого сайта НСОЭ, Ассоциация компаний операторов энергосистем Европы.
надо все время выслеживать, потому что иногда рапортуют, что Молдавия очень большой объем поставила, но в это время обнаружилось, что от них же с Украины ушло через Молдавию в ту же Румынию. Там такой вот крутят по кругу. Но вот сегодня утром, я повторюсь, неожиданно объем поставок с этой страны, из Румынии и из Молдавии, вырос в 2 раза за час. Такой типичный признак того, что внутри не вытолкнуть электроэнергию с южноукраинской атомной электростанции, чтобы не гасить все в режиме веерного отключения или просто блэкаута, сумели вот увеличить поставки с этой стороны. Угу. Это такой признак того, что у южноукраинской с выводом плохо. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Вот. А у Восточной Европы, в смысле там запаса каких-то, значит, объемов электроэнергии, ну, даже если вот действительно на 2 части энергосистемы Украины сейчас там развалится, ну, хотя бы на западную часть хватит некого запаса. Вот если потребуется помощь извне, и только на нее там будет рассчитывать какая-то часть энергосистемы Украины. У них такие резервы есть, такие возможности имеет, не знаю, там Венгрия, Словакия, кто-то еще может. Да, помогальщики максимум, что могут поставить 2 гигаватта в час электроэнергии, это выдерживают имеющиеся линии высокого напряжения и подстанции. Ну, с учетом того, что там раз-два Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, да, смогут. Что касается Румынии и Молдавии, здесь вопрос сложный, потому что Приднестровская ГРЭС – это газ. Газ идет по Уренгой, Помар и Ужгород, то есть та самая газоизмерительная станция Суджи волшебная, которая, даже развалившись на куски, продолжает работать. Гарри Поттер отдыхает, он такого не видел. Вот у нее могут возникнуть сложности. Договор о транзите заканчивается в декабре. Соответственно, ну, нельзя сказать, что в Кишиневе совсем уж с ума сошли. У них есть достаточно серьезный запас, закачанный в подземное хранилище газа, но у них на территории нет. Закачивали в самое ближнее, что есть, Львовская область. И вот здесь могут возникнуть проблемы, если выяснится, что газ хранится очень надежно. Извлечь его нельзя, он будет храниться долго. И я бы, конечно, подтрунивал и дальше, но меня очень беспокоит судьба Приднестровья, потому что как они будут зимовать в таком случае? Там, конечно, удалось построить, наконец, долгие годы мучились, газопровод со стороны Румынии до Кишинева, и, соответственно, от Кишинева до Приднестровской ГРЭС он может добраться. Но он, во-первых, не настолько мощный, во-вторых, там тоже проблема. Румыния не увеличивала объемы добычи, чтобы запитывать Молдавию, но у нее есть возможность получать газ по турецкому потоку. Турецкий поток проходит территорию Турции, дальше Болгария. Вот в Болгарии есть возможность ответвления на Румынию. Но еще осенью прошлого года Венгрия, ну не Венгрия, если уж конкретно, компания МОЛ государственная сумела подписать контракт с «Газпромом». В Венгрии на год нужно 8 миллиардов кубометров в среднем. Соответственно, 4 получали через ту самую ГИС Суджа, Уренгой, Помар и Ужгород, и договорились о том, что если 4 миллиарда вот здесь поставлять не удастся, то Венгрия их получит через турецкий поток. В этом случае у Румынии сухо, возможности поставлять кому бы то ни было. Румыния сама себя обеспечивает, ей ничего не надо, у нее есть свои месторождения, но свои для себя. А вот для того, чтобы поставлять в Молдавию, запаса не будет. И вот все, что меня в этой ситуации лично меняет, мое такое субъективное отношение, что будет с Приднестровьем. Угу. Все остальные, ну, пусть решают свои проблемы, как им больше хочется. Насколько там вот ремонт, зная, как это на Украине происходило, такая регулярная штука? Ну, давайте смотреть из того, что свежего произошло. Атомная электростанция в полном порядке. Недалече, как в пятницу, вышла из планового предварительного ремонта последний энергоблок на южноукраинской, простите. Угу. Здесь все в порядке, если не считать системы вывода. Но характерная особенность известна.
Атомный реактор чувствует себя хорошо, когда работает на постоянной мощности 24 часа в сутки. То, что мы сегодня видели на Киевской гидроэлектростанции, тоже достаточно такая проблема, которую непонятно, как решать. Физически разрушить тело, так скажем, плотины и прочего будет крайне сложно. Это я уж не знаю, что там. Ее реально строили на случай ядерной войны, и ничего с этим не сделаешь. Но то, что мы видим на фотографиях, которые вот приходят, даже какие-то видео там не очень различимые, вся система вывода мощности размещена наверху. То есть все трансформаторы отсюда же расходятся высоковольтовые линии и так далее. Вот они ничем не защищены, и похоже, что удар пришелся именно туда. Это значит, что город Киев – это мегаполис, часы утреннего пика вряд ли сможет проходить, если не отремонтировать, конечно, все в лихорадочном порядке. И часы вечернего спроса то же самое. То есть вот здесь весьма вероятно веерное отключение утром, вечером. Но опять же, мы пока до конца не разглядели, не рассмотрели, в каком объеме там что вышло из строя. Вот как-то так. А с учетом того, что происходило на других ГЭС на Днепре, проблема веерных отключений, она связана именно утренний, вечерний час пик, как его пройти. Ничего другого, кроме как вот такого веерного отключения, придумать нельзя. Можно, конечно, пытаться запитать всех и вся дизельными генераторами, но в таком случае надо решать логистику с обеспечением дизельным топливом. Его где-то надо рядышком хранить и так далее, и так далее. Вероятнее всего, что с государственной точки зрения будут попытки сохранить электропитание у значимых предприятий. Что там будет происходить с населением, ну, тут уже каждому решать в частном порядке, вероятнее всего, так же, как у магазинов. Так же, как вот мы, по-моему, сегодня были сообщения о том, что прекращена подача холодной воды в 7 районов Киева из 9. Мне что всегда нравится, все люди очень вежливые, культурные. Холодную воду важно не только подать, ее важно еще суметь забрать. Да, что имеется в виду под той самой холодной водой, ну, летом ладно. А зимой, если вы живете где-нибудь на 12 этаже и у вас еще и лифт не работает, будут сложности. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.